Разработчики Варкрафта умеют создавать ярких персонажей и боссов. Среди них есть такие, которые запоминаются не только образом и характером, они оставляют загадки, над которыми игроки могут размышлять годами. В этом ролике я хочу поговорить о персонажах и боссах, которые порождали безумные теории на форумах и заставляли фанатов строить догадки о их судьбе и потенциальном возвращении в будущем. Илгинот — это один из самых интересных боссов в последних дополнениях к Варкрафту. Еще ни один босс Легиона не породил так много теорий, форумных обсуждений и безумных предположений о будущем Варкрафта. Мы встречаем Илгинота в рейде Изумрудный Кошмар. Игроки видят его как жуткую биомассу, которая обосновалась в центре кратера Унгора. Щупальца этого монстра просачивается сквозь землю, а его плоть отравляет мировое древо. О истории этой сущности практически ничего не известно. Но примечателен этот босс не из-за своей истории, а из-за жутких шепотов. Когда игроки сталкиваются с этим боссом, быстро становится понятно, что он куда более осведомлен о деяниях разных персонажей и фракций, чем может показаться на первый взгляд. В его фразах звучат страшные предсказания. Он тонко намекает, что знает судьбу персонажей и как будет развиваться дальнейшие события в Азероте. Еще столкнуться с шепотами Илгинота нам удается во время получения секретного маунта, осознанного кошмара. Босс появляется как абстрактная, жуткая красная сущность. Оно говорит что-то на непонятном языке. Игроки быстро выяснили, что эта фраза была сказана на языке древних богов, которые периодически разработчики использовали в игре. Практически такую же фразу говорил босс из Аместитовой крепости, благодаря чему мы можем ее перевести. Фраза в переводе звучала так: «Это реальность или иллюзия? Ты сходишь с ума». Множество его других фраз породили целый поток обсуждений в сообществе Варкрафта. Игроки долго и упорно пытались сопоставлять фразы и то, к каким персонажам они относятся. Давайте рассмотрим несколько самых известных. Чтобы найти его, утоните в круге звезд. На момент Легиона не существовало единого понимания того, что Илгинот имел в виду. На форумах выдвигались разные предположения, касаемые некого круга звезд. Этот игрок, к примеру, на Reddit предполагал, что круг звезд может быть связан с древним знаменем Култираса, на котором также были изображены звезды. Еще люди обращали внимание на один храм, на полу которого находилась фигура в виде большой звезды. Однако это мало что давало игрокам и не проливало свет на то, с чем нам предстоит столкнуться. А другой игрок на форуме смог ближе подобраться к истине. Он предположил, что если взглянуть на небо на яркий круг в водовороте в центре Азерота, то можно увидеть очертания щупалец, словно это огромный осьминог. По мнению игрока, это мог быть намек на появление Нзота, а также Наг, пиратов, Култираса и прочих. Учитывая, что это предположение было написано за несколько месяцев до анонса дополнения «Битва за Азерот», можно сказать, что игрок был недалек от правды. Что же на самом деле значила фраза Илгинота, мы узнали только через несколько лет. В одном из патчей битвы за Азерот, герои Азерота отправились в Нажатар, где предстояло столкнуться с силами Наг, королевой Ашарой и взглянуть на руины древних поселений эльфов. Игроки отправились в Вечный Дворец, чтобы убить королеву. Одна из главных битв рейда происходила в последней тюрьме, или как по-другому ее называли, в Круге звезд. Оказалось, что это место являлось древней постройкой титанов, которая помогала сдерживать древнего бога Нзота. Когда герои одолели Ашару, ей удалось активировать древний механизм и высвободить бога из заточения. Цепи были разрушены, а существо из глубин утащило тело королевы. Еще одна зловещая фраза Илгинота звучала так: «Юный король прислуживает за столом. Трижды он солжет тебе». Игроки быстро поняли, что речь идет о Андуине, который в Легионе был вынужден занять место своего отца на троне. Однако долгое время никто не мог понять, о какой лжи говорил Илгинот и кому на самом деле Андуин в кавычках прислуживает. Были разные версии, даже такие, что Андуин на самом деле прислуживает Нзоту. В новых патчах разработчики лишь подогревали интерес фанатов. В конце Легиона мы смогли найти журнал, в котором говорилось, что одна ложь уже была сказана, а другая будет совсем скоро.
Фразу о «мальчике-короле» снова начали вспоминать в Темных землях, когда главному антагонисту дополнения удалось захватить Андуина и с помощью хитростей обратить его на свою сторону, по крайней мере временно. Есть еще интересные детали, связанные с боссом из Легиона. Перед смертью в изумрудном кошмаре Илгенот говорит, что он отправляется в Ниалоту, прямо к древнему богу Нзоту. Еще любопытное упоминание Нзота мы могли услышать благодаря жрецам и их артефактному оружию – Ксал-Атат. Когда игрок с этим артефактом приближался к боссу, Ксал-Атат говорила, что тюрьма Нзота уже не так прочна, как раньше. И то, что мы видим, лишь маленькая часть чудовища, которое может поглотить наш мир. Оглядываясь назад, можно сказать, что эти две реплики были тонким намеком на то, что вскоре героям Азерота придется противостоять куда более могущественным злодеям – древним богам. Снова столкнуться с Илгенотом нам удалось уже в самой Ниалоте в битве за Азерот. Илгенот, не изменяя традициям, предоставил фанатам еще целую кипу загадочных шепотов, которые содержали намеки на будущих противников и даже боссов, с которыми мы столкнулись в Темных землях. Маев – это один из ярких персонажей третьего Варкрафта с печальной судьбой. По сюжету, Маев являлась надзирательницей за своим старым врагом – Илиданом. В течение 1000 лет Маев и ее наблюдатели следили за тем, чтобы Илидан оставался в своем заточении до конца времен. Однако судьба сложилась так, что Илидан был освобожден, а Маев начала долгую погоню за заключенным. Ее наблюдатели коварно были убиты, а ее ненависть к этому персонажу лишь увеличивалась. Она преследовала его по пятам по Калимдору, расколотым островам и даже Запределью. Маев была близка к тому, чтобы убить Илидана, которого она ненавидела еще со времен войны древних, когда Илидан ранил ее брата и, как предполагалось, предал эльфов, пойдя на сотрудничество с Пылающим Легионом. Когда Маев отправилась за Илиданом в Запределье, ей удалось достигнуть результатов и даже заточить в клетку своего врага. Однако союзники Илидана попытались перехватить клетку и его освободить. Завязалась большая битва, по итогам которой эльф был освобожден, а Маев, как считалось, была убита. В 2004 году для Warcraft RPG выходит книга Shadows and Light, где находится подтверждение смерти этой героини. Там было написано: Маев умерла в одиночестве на Красном песке, неоплаканная, невоспетая, никто не помнил ее падение, в ее душе не осталось ничего, кроме ярости. А в официальной энциклопедии по Варкрафту, которая появилась незадолго до выхода дополнения Burning Crusade, упоминалось, что Маев считалась убитой в погоне за своим возмездием. Это было довольно грустное известие для фанатов игры, так как Маев была весьма запоминающимся персонажем третьего Варкрафта. Однако, когда вышло дополнение Burning Crusade, оказалось, что судьба Маев еще не окончена. На самом деле ее не убили во время третьего Варкрафта. Она была обнаружена заключенной в тюрьме, и ее история получила перезагрузку. Учитывая ее историю, не думаю, что кто-то был против. Ей удалось освободиться, а также сразиться с Илиданом в Черном храме. Когда Илидан был повержен авантюристами, Маев поняла, что без охоты она никто. Опечаленная, она вернулась в Азерот и пыталась найти новый смысл жизни. Снова с ней встретиться нам удалось в дополнении Легион, когда она охраняла тело Илидана, а также помогала героям в кампании против Пылающего Легиона. С того момента она мелькала еще несколько раз в битве за Азерот во время кампании на Темном берегу, в Темных землях и Драгонфлайте. Смертокрыл появился в Варкрафте задолго до выхода дополнения Катаклизм. Впервые встретиться с этим черным драконом мы могли во втором Варкрафте. Он усилил Орду, а также помог отыскать им несколько древних артефактов, которые могли бы позволить оркам открывать порталы в другие миры. Орда к концу Второй войны находилась в удручающем состоянии. Орки были вынуждены отступить через темный портал в свой родной мир – Дренор. Альянс не собирался смотреть, как это происходит, и решил отправить экспедицию в мир орков, чтобы сокрушить Орду раз и навсегда. Смертокрыл был всегда рядом. Он посчитал, что Азерот слишком опасен для его потомства, поэтому он решил перебраться в Дренор. Там он построил огромное логово на острове к востоку от основного континента. Орки приносили в жертву пленников во имя дракона, а злодей строил коварные планы по возвращению своего могущества. Но это сыграло с ним злую шутку. Экспедиция Альянса атаковала остров и сокрушила Смертокрыла, чтобы забрать у него один важный артефакт – череп Гул'дана.
Он притворился мертвым, сделал вид, что упал в море, и пока все думали, что он погиб, тайно сбежал обратно в наш Азерот. В одном из финальных синематиков второго Варкрафта мы могли видеть, как перед уничтожением темного портала в Азерот успевает пролететь дракон, судя по тени. Тут, кстати, существует интересное сюжетное противоречие. Во втором Варкрафте логово Смертокрыла находилось на отдельном острове, а в новелле Beyond the Dark Portal о событиях в Дренноре место его логова было перенесено в Гаргрон. А также была добавлена сюжетная линия с гронами, которые были недовольны присутствием Смертокрыла и с его потомством, что привело к жестокой битве. А о отдельном острове к востоку от континента и вовсе забыли. В 2001 году выходит книга «День дракона», где упоминается судьба Смертокрыла. В Азероте Смертокрыл принял человеческий облик и притворился дворянином, чтобы получить влияние на короля Лордерона. Он планировал втереться в доверие королю, чтобы влиять на политику государства и разрушить альянс изнутри. План был сложным, но вполне реализуемым. Параллельно Смертокрыл пытался заполучить яйца Алекстразы в Гримбатоле. Тогда Алекстраза держалась в заточении клана Драконьей Пасти. Позже состоялась великая битва в Гримбатоле, в результате которой Алекстраза была освобождена, а злой дракон был серьезно ранен и был вынужден снова бежать. После этого на долгие годы мы ничего не слышали о Смертокрыле. Мы знали, что он жив, но что с ним и когда он вернется, являлось загадкой. Наследие дракона, несмотря на его исчезновение, продолжало жить. Мы сталкивались с предательством внутри Альянса, организованным дочерью Смертокрыла, Аниксией, а в Burning Crusade один персонаж нам намекнул, что Смертокрылу удалось пережить битву в Гримбатоле, и он намеревается отыскать старые яйца в Запределье, чтобы вновь вернуть свое могущество. Игроки на форумах давно обсуждали то, что возвращение Смертокрыла – это вопрос времени, и Blizzard точно не забудет о этом старом злодее. Но полноценно встретиться со Смертокрылом мы смогли лишь годы спустя, в дополнении Катаклизм, где он стал главным антагонистом. Ксалатат стала важнейшим персонажем дополнения The War Within. Она породила бесчисленное количество теорий на форумах и десятки роликов на ютубе, где обсуждался ее образ и история. Если не брать классические сервера сезона открытий, где мы сталкиваемся с Ксалатат в виде таинственной фигуры, впервые встретить эту сущность мы могли в дополнении Легион. Тогда мы узнали, что Ксалатат является древним артефактом, связанным с древними богами. В течение многих веков клинок переходил из рук в руки, а сущность внутри клинка помогала сеять хаос по всему Азероту. После Первой войны клинок попал в руки к некой жрице по имени Натали Селин. Она изучала темную магию, а также пыталась обуздать этот черный клинок. Ей открылся чудовищный мир знаний о бездне и тьме. Она начала обучать последователей этими знаниями, однако они со временем сошли с ума и убили саму Натали. В Легионе игрокам удалось отыскать этот темный клинок и заполучить его, чтобы сражаться с Пылающим Легионом. Уже тогда было понятно, что Ксалатат весьма таинственная и интересная сущность. Для нее прописаны десятки жутких реплик, в которых раскрывается ее зловещий образ. Когда присты подходили к разным персонажам, боссам или даже просто значимым местам, активировались реплики клинка или даже уникальные скрипты. Например, после битвы с Одином жрецы могли активировать дополнительную опцию диалога, в котором под влиянием клинка мы оскорбляли этого персонажа. Это приводило к мгновенной смерти игрока. То же самое происходило, когда игрок с помощью клинка пытался поглотить мощь Элуны в храме Лун одного данжа. Нередко в своих репликах Ксалатат упоминал Анзота, времена Темной Империи древних богов, великие битвы прошлого, которые остались забыты в песках времени. Еще в Легионе ее многочисленные реплики породили не меньше обсуждений, чем фразы Илгенота. В следующем дополнении в битве за Азерот она помогает нам добыть некоторые реликвии, однако она решает нас предать. Она заключает сделку с древним богом, герои Азерота и древние реликвии в обмен на ее свободу. Нзот соглашается, а она уходит в неизвестность через портал бездны. Несколько лет мы о ней почти ничего не слышали, хотя было очевидно, что рано или поздно она вернется. Сейчас, когда она стала важнейшим персонажем дополнения, вокруг ее личности было построено множество теорий о ее мотивах, влиянии на дела в Азероте и происхождении. Например, вот этот игрок на форуме предположил, что Ксалатат может являться душой мира Кареш. Этот мир являлся родным домом для расы эфириалов.
Планета была уничтожена неким Void-лордом. Теория поддерживалась тем фактом, что Ксалатат описывалась как выжившая из глубин времени, имела повязки, схожие с повязками эфириалов, а в диалогах один эфириал говорил, что узнает Ксалатат и что во время уничтожения его мира произошел проблеск мировой души. Еще можно найти теории, что Ксалатат могла извратить одного из немногих паладинов из Калимдора, Лоргуса Джета. А в конце Драгонфлайта была теория, что Ксалатат могла замаскироваться под архимага Дрейндена, который исчез после второго Варкрафта. Предполагалось, что он мертв, но внезапно он объявился и вернулся в Даларан незадолго до выхода дополнения The War Within. Во время одного из квестов произойдет подозрительный диалог между ним и другим великим архимагом. Это заставляло людей полагать, что мы имеем дело не с настоящим человеком, а замаскированной сущностью. Кстати, эта теория в итоге оказалась правдой. Список теорий, которые породила Ксалатат, можно продолжать долго. Если последние имели неплохую почву, то о безумных теориях я даже не стану говорить. Как бы то ни было, Ксалатат один из самых колоритных и таинственных персонажей последних дополнений. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр.